Доброе утро! Сегодня мы собираемся на море, но перед этим я хочу поставить сдобное тесто. И хочу испечь сегодня ватрушки с творогом и с абрикосовым джемом и пирожки с повидлом. Здесь у меня яйца. Желток один я оставила для смазки. Соль. Сахар. Пропорции, как всегда, оставлю в описании. Размешала сахар до растворения, теперь добавляю йогурт комнатной температуры. Здесь у меня молоко, сахар и дрожжи. Шапочка уже поднялась, дрожжи рабочие. А теперь добавляю муку. Обязательно просеиваю. Муку добавляю постепенно. Тесто собрала, теперь добавляю сливочное масло растопленное, но остывшее. Сливочное масло добавила, а теперь вымешиваю тесто на столе. Минут 5-7. Оно липкое, мягкое. Теперь убираю тесто обратно в миску, накрою и оставлю на пару часов для ферментации. За это время мы успеем съездить на море, искупаться и вернуться. Едем в Кавалу на пляж Коломийцу. Это самый близкий пляж от нашего дома. Находится от нас в 15 километрах. Сегодня выбрали городской пляж, потому что просто хочется окунуться в море и быстро вернуться домой под кондиционер. Мы уже приехали, припарковались. Пляж Коломийцу – это один из городских пляжей Кавалы. Пейзаж простой, но глазу приятно. Все рядом. И море, и горы. А вот и главный инженер пляжного комфорта. Пляж без зонтика, как пирог без начинки. Жизнь кипит даже у воды. Дети, разговоры, запах солнцезащитного крема. Вода сегодня просто отличная, теплая, но с легкой прохладой. Купаться одно удовольствие. Теплая вода, солнце, легкий бриз, полный релакс. Лето в Греции – это когда ты заходишь в море и тебе не хочется выходить. Каждый отдыхает по-своему. Кто с кофе, кто с арбузом. А мы с камерой.
Și bani dar să le tu la menu ne chip tu cada pusas. Cada pusas para ti, bro. Eu πίσω τη Γιαννούλα. Στο Βαγγέλη, στη Λιάννα απέναντι. Накупались, пробыли на пляже 1,5 часа где-то. Возвращаемся домой. У нас стоит такая жара, что совсем нет аппетита. Поэтому вчера, пока Юра был на работе, я решила приготовить себе легкий и быстрый обед – роллы с тунцом. А сейчас покажу, как я их готовила. Хочу сейчас себе быстро приготовить быстрый азиатский обед. Это у меня рис круглозерный. Купила я его в русском магазине в Медальоне. О нем я рассказываю во влоге номер 16. Все просто: соль, кунжутное масло. Это кунжутное масло я брала, по-моему, в Склавинитисе в супермаркете. Соли много не ложу, потому что сегодня у меня будут роллы с тунцом. Там достаточно соли. Консервированный тунец. Рис у меня уже готов. Замешиваю его сразу горячий. Использовать я сегодня буду листья нори. Их я нашла в магазине у девочек у нас в Кринидисе. О нем я показываю, об этой уникальной лавке, во влоге номер 12. Начинка у меня тоже готова. Здесь у меня консервированный тунец, зеленый лук и майонез. Роллы я сегодня буду есть с чапчи. Чапчи — это фунчоза. Но я всегда готовила фунчозу дома, а вот такую я буду пробовать первый раз. Сегодня заворачивать роллы буду при помощи специального мата. Нашла его в Джамбо. Рассказывала и показывала о нем во влоге номер 37. Теперь буду заваривать чапчи. Здесь было внутри 3 пакета. Это сушеные овощи, насколько я поняла. Заливаем кипятком и оставляем на 3 минуты. 3 минуты прошло. Делаем здесь дырки. Здесь есть специальные отверстия. Достаточно нажать, и получается дырочка. И нужно слить воду. Теперь масло, которое было в комплекте. И специальный соус. Смазываю роллы кунжутным маслом перед тем, как их разрезать. Сервировать буду вот на такую тарелку, которую нашла в Джамбо. Я уже в Джамбо показывала, что я собрала себе сет для роллов и суши. Еще раз напомню, это влог номер 37. Теперь разрезаю острым ножом на куски на 1 укус. А это
Поэтому можно уже попробовать. Мой сегодняшний обед готов. Роллы с тунцом. К ним идет у меня соус соевый с васаби. Васаби — это японская горчица. И чапчи, фунчоза. И, конечно, в такую жару холодный компот. А всем, у кого время обеда, приятного аппетита! Мы уже вернулись с моря, прошло 2 часа, тесто у меня вот так поднялось. Делю его на 2 части. А этот кусок хочу разделить на 12 ватрушек. Тесто разделила, формирую колобки. Никогда не взвешиваю, все делаю на глаз. Колобки пускай отдыхают 10 минут, а за это время подготовлю начинку. Здесь у меня абрикосовый джем, который я готовила в прошлом году и в этом году тоже. Как я его готовила, показываю во влоге номер 40. Так, и теперь у меня здесь творога нет сегодня, поэтому я буду сегодня готовить с крем-чизом, творожным сыром. Творожный сыр, и вот такая у меня сметана. Очень густая, поэтому крахмал или муку я сюда дополнительно добавлять не буду. Ванильный сахар. И сахарная пудра. Тесто уже отдохнуло, теперь буду формировать ватрушки. Сегодня обойдусь без скалки. Заготовки переношу сразу на противень. А теперь наполняю начинкой. Сначала джем. А теперь творог. Начинку распределила, оставлю на расстойку минут на 20. За это время сформирую пирожки с повидлом. Прошло 20 минут, духовка у меня разогревается до 180 градусов. За это время я смажу ватрушки желтком с молоком. Ватрушки уже испеклись, пирожки тоже. Выпекались они 25 минут при 180 градусах. Вот такая ватрушка в разломе. Тесто воздушное.
На этом сегодняшнее видео заканчивается. Если вам по душе простая жизнь в греческой деревне, подписывайтесь и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующий влог.